Всем привет! Сегодня я расскажу о своей новой игре, которая называется Alien Transporter. В частности, я хочу рассказать о том, как устроена игра изнутри. Но вначале давайте посмотрим на геймплей. Суть игры заключается в том, что мы должны перевозить инопланетян с станции на станцию, управляя вот таким вот маленьким космическим кораблем. Попутно собирая монетки. При доставке каждого инопланетянина на станции появляются еще монетки, и основная суть заключается в том, чтобы собрать как можно монеток больше. Конечно, корабль немножко сложновато управляется, его заносит. Лучше не задевай стенки, потому что могут случаться всякие такие виденные стики страдал инопланетянин. Итак, как же устроена техническая часть игры? На самом деле, за физическую основу я взял свой любимый бокс 2D, который используется самым наипростейшим образом в этой игре, как в принципе и в моих других играх. Все человечки, все тела состоят из обычных примитивов физических. Человечек, например, состоит из обычного тела, колеса и сенсоров по бокам, которые позволяют ему определять препятствия у него на пути. Корабль тоже состоит из таких простых примитивов, которые соединены обычными джойнтами статическими, то есть, ножки вот даже подпружинены. Но самое интересное в этой игре — это не использование физики, а самая простая игровая составляющая — это вот построение станций, с которыми мне пришлось, в принципе, немножко повозиться и придумать какие-то новые интересные подходы. Как устроены станции, как человечки выбирают, куда они хотят, как они определяют, что они на станции и все такое. Сейчас я вам покажу. Открываем конфиг. В котором мы можем включать отображение станций. Станция задается вот таким вот большим прямоугольником. И все, что находится внутри этого квадрата или прямоугольника, это подразумевается, что оно находится внутри станции. Например, если космический корабль залетает в станцию, где у меня включится, вот так, то можно видеть, что станция его фиксирует. Он пролетает на станции, она с ним связывается, и пока он находится в ней, она за ним следит. Точно таким же образом станция отслеживает и все остальные объекты, например, пассажиры, которые оказываются в узле станции, они также вот отмечаются, что они находятся на этой станции. То есть, если корабль залетает на эту станцию, то пассажиры получают сообщение о том, что есть корабль, и они непосредственно бегут к нему. Если пассажир окажется за пределами станции, а корабль будет в станции, то пассажир никогда не узнает о том, что там где-то рядышком приземлился корабль. Таким образом, пассажир, оказавшийся за пределами станции, он считается потерянным для игры. Ну, как бы это маловероятно, что такое может случиться, потому что если вдруг пассажир по какой-то причине там окажется, то, скорее всего, он там погибнет, он либо упадет с большой высоты, либо его там накроет каким-нибудь объектом. В общем, это такой, скажем так, чрезвычайный случай. В любом случае, прежде чем пассажиры побегут к кораблю, им нужно быть уверенным, что этот корабль корректно совершил посадку. У каждого корабля, пока только один корабль в игре, есть сенсор. Вот он снизу, маленький вот этот вот квадратик, который определяет, что корабль находится не над каким-нибудь ящиком, а именно он находится на земле. Когда сенсор касается земли, вот видно, сенсор касается земли, то корабль сообщает станции, что он приземлился. И если он пустой, то все пассажиры, находящиеся на станции, побегут к нему. То есть, в принципе, такая вот простая суть. Так. Когда пассажир садится в корабль, проверяется весь список станций, и кроме текущей, и выбирается случайная станция, совершенно случайная. То есть пассажир случайно выбирает, куда он хочет лететь. Вот стрелка нам показывает сюда, значит, он хочет сюда. Дальше все повторяется. Помимо пассажиров и кораблей существуют и другие объекты, которые включаются в состав станции. Как правило, это различные вспомогательные невидимые точки. Например, у каждой станции есть ключевая точка, которая связывается с точками появления пассажиров. Точка пассажиров
Точки появления пассажиров обозначены этими зелененькими кружками. То есть это фактически раньше были дверки домов, но потом я решил, что выход пассажира из дверки не очень как бы смотрится хорошо, потому что дверки слишком маленькие, а если их делать больше, то они уже будут слишком много брать на себя внимания, и все это так вот не очень красиво получается. Я решил, что будет здорово, если станции будут в виде большого количества таких нагроможденных домиков, а пассажиры будут выходить откуда-нибудь между домиками, то есть или из-за домиков, то есть из-за каких-то там объектов. Не очень принципиально, но главное, что они будут выходить не из дверок. В данный момент сейчас остался старый образ дома с дверками, то есть такие черные дырки, они как бы все равно на себя берут много внимания, даже вот сейчас смотришь, когда на них. Я их планирую закрасить или сделать просто как не такими явными, то есть, а пассажиры будут выбегать из-за домиков. Если мы сейчас выкинем этих пассажиров со станции, да, нечего вам тут вот так вот, то можем видеть, что новые пассажиры выходят из-за домиков. Суть появления пассажиров за домиками как раз строится следующим образом. Выбирается случайная точка, вот на некоторых станциях там по одной точке, а на этой станции две точки. То есть, когда они появляются в этой точке, они смотрят на ключевую точку и бегут к ней. Когда они до нее добегают, они уже просто отпускаются в свободное плавание и перемещаются по станции совершенно свободно, со случайным интервалом. То есть, прошли сколько-то случайная пауза, случайный интервал, прошли туда, постояли тут и так вот до бесконечности. И то же самое, когда мы доставляем пассажира на другую станцию. Вот летит корабль, собирает монетки, приземляемся, появляется пассажир и уходит за домик в сторону зеленой точки. Ключевая точка позволяет им просто ориентироваться в пространстве, то есть это считается центром станции. Вот эта линия показывает, что станция успешно связалась с этой точкой, а эта синенькая линия показывает, что точка центральной станции связывается с точкой появления пассажиров. Помимо этих точек есть точка появления стрелки, вот эта розовенькая. Это в принципе та точка, туда, где появляется стрелочка. Так я сразу решил сделать это такое опционально настраиваемое, потому что еще сейчас непонятно, как это будет в итоге потом показываться, какая станция нам нужна. То есть либо здесь будет несколько стрелок с иконкой корабля, либо еще. То есть это нужно было сразу сделать таким образом, чтобы можно было легко визуально редактировать, где будет находиться стрелка. Выше, ниже, там левее, правее. Тоже не суть важно. Помимо точки со стрелкой есть еще точки появления монеток. Изначально я думал так, что когда корабль приземляется на другую станцию, я его проведу, то монетки, выдаваемые персонажем, сразу отдаются кораблику. То есть просто появляются цифры, всплывает вверх, и сколько-то монет мы получили за доставку этого пассажира. Но когда я добавил вот эти монетки, разбросанные на уровне, и понял, что их очень прикольно собирать, очень весело, очень приятно, вот этот звонкий звук, они притягиваются, вот так вот, тынь-тынь, это все такой собирательный, такой хороший, очень приятный момент, то доставка пассажиров становится не такой интересной. То есть, когда мы приземляемся, мы просто видим эту цифру, она появляется, улетает плавно, это как-то никакого фана не доставляет. Я подумал, что надо монетки не сразу отдавать напрямую кораблику, а возможно, их стоит вот так вот где-то на станции выбрасывать. Пусть они сверху появляются, и их нужно собрать дополнительно. То есть все равно мы взлетаем вверх, у кораблика есть магнит, и он их притянет к себе. То есть это вот так вот. Сейчас полетим сюда, и я покажу. Приземляемся. Ой, корабль сломал. Вот они там сверху можно было видеть, что они появились. Пока 5 всего точек для появления монеток. За текущих человечков дается по 3 монетки. Ну, я планирую разнообразить количество пассажиров разными видами, и каждый вид будет давать свое количество монеток. То есть за каждый новый вид, там один вид будет 3 монетки давать, другой 4. Ну и третий вид там 5 монеток. То есть может быть больше случайным образом. Вот, это на текущий момент все составляющие станции. Возможно, добавится что-то еще. Помимо станций с пассажирами будут еще заправочные станции, там где игрок сможет потратить все свои заработанные монетки. Суть заправочной станции заключается в том, чтобы залить в шаттл как можно больше топлива. На текущий момент ни станции, ни расход топлива еще не реализованы в игре, то есть
корабль когда летает, мы не расходуем топливо, но по факту за каждую работу двигателей у корабля будет убывать некоторое количество топлива. Поэтому помимо перелетов со станции на станцию необходимо будет еще следить за тем, чтобы топливо не закончилось и корабль не разбился. Сейчас заправочную станцию можно выделить только вот по бензоколонке, которая здесь установлена, она чуть-чуть адресована, и, соответственно, никакой отладочной адресовки для станции сейчас нет. Реализация заправочной станции я планирую сделать таким же образом. Единственное ее отличие от остальных станций будет в том, что на ней не будут появляться пассажиры, и она больше не будет никакой нести информационной нагрузки. То есть туда просто прилетаем, заправляемся, и корабль с полным баком улетает куда-либо еще. Ну вот, пожалуй, все новости о технических аспектах игры на сегодняшний день. Помимо этого, в игре еще планируется много всяких интересных вещей, как в плане геймплея, так и в плане технической реализации. Поэтому мне еще будет что вам рассказать в следующих видео. А если вам понравилась эта запись, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, как это обычно говорят, и до новых встреч! Аккуратненько. Дубль не удался. Человечков со станции. Ой! Убился об стену. Вот это вот скрытая возможность, оказывается. Люблю за это физические движки. Да.